Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и по многочисленным просьбам подписчиков, которые следят за нашим перепелиным хозяйством, очень просят показать обзор нашего инкубатора. Ну, что могу сказать, инкубатор у нас самодельный, если вы видите, представляет собой пенопластовый ящик. Очень так ребята мне подарили его ящик положительно для перевозки замороженных продуктов, рыбы. Вот тут написано даже, сколько он там сохраняет температуру. Все очень такой хороший. Что мы сделали? В нем мы проделали отверстия вентиляционные снизу и вот здесь вот ближе кверху. Да? Ну, инкубатору много лет, поэтому, видите, мыши сделали свое дело уже давно. Выглядит он очень непрезентабельно. На крышку был установлен терморегулятор. Терморегулятор мне изготовили ребята, мои друзья-электронщики. В общем-то, он электронный на микропроцессоре и поддерживает температуру для вывода, в принципе, всех таких вот домашних видов птицы. Изначально он для перепелов, то есть для перепелов 37,7 он держит, и как бы вообще не надо ничего регулировать. Но есть вот кнопочка установки. И нажимая на нее, мы можем шагом 0,1 градус регулировать температуру, которую он будет поддерживать. К нему можно подключать абсолютно любой нагревательный элемент. Ну, дальше я уже сам это все подключал. Видите, вот сейчас открою крышку, покажу. В качестве нагревательного элемента я избрал лампы. Почему лампы? Сейчас объясню. Вот, я установил 4 лампы по последовательно параллельной схеме. То есть 2 последовательно и 2 параллельно. Они по 40 Вт у нас, эти лампы. И как бы получается так, что по закону Ома они потребляют так же, как одна лампочка. То есть они идут 4 штуки по 40, последовательно параллельно включены. В результате все равно они потребляют 40 Вт, но они при этом меньше греются. И это очень хорошо, потому что если вы видите, то в пенопластовом корпусе крышки уже даже этот нагрев и то что-то проел. Многие устанавливают вентиляторы в инкубатор, но по моему опыту изготовления инкубаторов и всего я отказался от этой причины. Я, как вам уже показывал, сделал вентиляционное отверстие, естественный ток, как говорится, воздуха мне лучше. Датчик температуры, вот он находится вот здесь. Установил, как вы видите, на зонтик для крепления стеновых утеплителей панелей, для того, чтобы он был вот здесь на уровне, где у нас находится яйцо, ровно посередине яйца. Ну, внизу был установлен, снизу, вы видите, ванночка для воды, для поддержания влажности. В нее где-то 1-2 сантиметра воды мы заливаем изначально. На эту ящичек ровненько вошел в этот корпус вот от овощей и фруктов. Ячейка, в принципе, достаточно, даже чтобы как бы и перепела при вылуплении не проваливались, но все же я сторонник того, что я сюда укладываю не сразу, а перед выходом птенцов штукатурную сеточку, такую меленькую очень. Если вы выводите там кур, индюков, цесарок, ну, уток, как бы я много кого выводил в этом инкубаторе, то сеточка, конечно, не нужна, потому что там лапки большие, они не проваливаются. А перепеленок может локотком туда провалиться вниз, загнуть эту лапку и, ну, в принципе, повредиться. Поэтому, в общем-то, как-то так. В эту ванночку заливается, как я уже говорил, где-то 1-2 сантиметра воды. Значит, для дезинфекции. Ну, естественно, инкубатор вот сейчас помыт. Как раз сегодня я буду закладывать яйцо. Купил в магазине яйцо очередной раз, которому 3 дня от роду, да, и как бы я его буду закладывать. Уже опыт есть, вывод перепелов из магазинных яиц можете посмотреть, это не фейк. Я теперь даже не маточное стадо не сохраняю, потому что они всегда в птицефабрике удачно выводятся. В общем-то. Ну, что еще сказать? Как бы мою я просто моющими средствами его, подготавливаю к работе. И в эту ванночку для начала после залития воды капаю несколько капель йода. Да? То есть, ну, это мой способ, не знаю. Хотите, следуйте ему, хотите, не следуйте. И кладу разрезанных несколько зубчиков чеснока. И я считаю, что чеснок работает даже лучше. То есть
Он создает вот эти фитонциды все и так далее, которые, в общем-то, естественно убивают болезнетворные бактерии. При этом на птенцов угнетающие никак не действуют, в общем-то. Ну, никакого поворота яиц, конечно, тут нет. Играем в спортлото. То есть каждый день мы заходим 1, 2, 3 раза, приподнимаем крышечку и немножко яички эти поворачиваем. То есть, в принципе, я даже не слежу, насколько их поворачиваю, по шору делаю их рукой и все. Ну, примерно на 3-7 день все яйцо просматриваем на васкопе, смотрим за развитием, пустые, конечно же, отделяем, потому что, чтобы они не мешали, и тоже микрофлору у нас не нарушили, потому что протухшее яйцо в инкубации как бы участвовать не должно, в общем-то. Ну, вот такой вот инкубатор, который у меня прижился. Есть еще второй с поворотами, со всеми, то есть этот второй, это был как бы, ну, реально второй, потому что был еще и самый первый мой, простейшая схема была на 554 SA3 микросхеме компараторе, сделанная с одной лампочкой. То есть самых первых перепелок я вывел вообще на таком инкубаторе, который аналоговая схема, все там никак не поддерживал температуру, в общем-то. Но все вывелось, я сидел медицинским градусником, все это контролировали, все, и выход был очень, в принципе, большой. Здесь уже как бы все было продумано, и лампы выбраны не зря. Почему? Потому что лампы дают мягкое такое хорошее тепло, в общем-то, и у них очень быстрый нагрев, но такое же и быстрое остывание. А что в инкубаторе у нас важно? У нас важно, чтобы температура поддерживалась постоянная. То есть есть такое понятие гистерезис, включение-выключение инкубатора, поддержание плюс-минус там и так далее. Чем он меньше, тем лучше. Если бы я для нагрева сюда подключил, скажем, обычный тен какой-нибудь, как вот стоят в микроволновках, там, в грилях каких-то и так далее, он бы, конечно, точно так же грел и поддерживал температуру. Но у него есть очень большая инерция нагрева. То есть он нагревается, как вот печка в доме у вас дровяная, и какое-то время он разогрет и дальше греет. Электроника уже отключилась, потому что температура большая, а он еще вам еще полградуса, градус, 2, 3, 5 вверх дает. Яйцо сварилось, вы думаете, все хорошо? Нифига, оно все перегрелось. А лампочка очень быстро остывает, при этом вентиляция работает, отверстия работают, воздух снизу поступает, сверху выходит. В общем-то, и все прекрасно, все проветривается, поступает свежий кислород для, как говорится, дыхания яйцу. Если вы знаете, что птенцы, они в яйце тоже зародыши дышат через скорлупу, им кислород необходим. То есть такая сильная очень парность и все, это как бы в принципе плохо. И поэтому я пришел к лампочкам. Какие видите, у меня там и матовые стоят, и разные, но вот 4 по 40 ватт последовательно параллельно включены, даже видно провода соединены, можете посмотреть. И в результате, в общем-то, инкубатор потребляет чуть-чуть больше 40 ватт, 40 лампочки, и плюс чуть-чуть потребляет именно сам микропроцессор, который работает. Ну и вот как-то так. Поэтому я говорю, что в этом инкубаторе выведено очень много птицы. Ему уже 12 или 13 где-то, ну 12 так точно лет есть. Все отлично работает. Все, сегодня закладываем новую партию яйца. И, надеюсь, наши птички будут нас радовать. Кому понравилось, ставим лайки, обсуждаем, задаем вопросы. До новых встреч. Если будет интерес про первый инкубатор, он еще стоит, я им не пользуюсь, но интересно, как я его делал, изготавливал и как сделал поворот на двигателе от микроволновой печи. Если интересно, задавайте вопросы. Будет интересен кому-то обзор, сделаем обзор и того инкубатора. Подписываемся, ставим лайки, заходим на канал. До новых встреч. Будет еще много интересного.